Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 20 октября, воскресенье, и сегодня мы с вами поговорим в основном о разведке, о шпионаже и о том скандале, который развернулся сейчас или только начинает разворачиваться сразу на двух континентах: в Соединенных Штатах, на Ближнем Востоке. Э, Косвенно уже затронута Украина и Россия. А, Пока незначительно, но кто знает, что из этого может получиться, потому что скандал, повторяю, только начинается, и он может принять колоссальные масштабы. Речь идет о второй за последние где-то года полтора утечке информации из Пентагона. Вы помните апрель прошлого года, когда человек 20, по-моему, 4 лет в звании, ну, примерно ефрейтора военно-воздушных сил США слил большое количество информации в одну из соцсетей. Ну и вы помните, сколько времени это бушевала, вся эта история. На этот раз произошло нечто подобное. Но чтобы объяснить так, чтобы вы поняли, видимо, это будет происходить достаточно долго, я вам опишу, с чего все началось, во что это уже превратилось, ну и прикинем, что может быть дальше. Итак, израильское издание Вала News впервые стало достоянием гласности, сделало достоянием гласности эту историю, в основе которой, согласно версии этого информационного ресурса, была такая мутный аккаунт в Телеграме, один из телеграм-каналов, который назывался «Ближневосточный наблюдатель». Израильское это издание Вала News назвало этот ресурс, связанный с Ираном. Утверждала, что якобы этот аккаунт чуть ли не находится там в Иране, и люди, которые работают под этой крышей, под личиной этого наблюдателя, работают на иранское правительство. Ну, позже, когда этот наблюдатель уже вынужден был отвечать, он отрицал всякую связь с Ираном и, значит, заявил, что под крышей этой организации работают несколько совершенно независимых журналистов. Я посмотрел этот канал. В основном, конечно, он придерживается позиций Ирана и его суррогатов или сателлитов, таких как Хезболла и Хамас. Поэтому там говорить о какой-то непредвзятости не приходится. Но и этот канал, судя по всему, не был источником этого скандала. Он лишь опубликовал всего два секретных документа, которые положили начало скандалу. Началось все 17 октября, то есть всего-навсего 3 дня назад, когда стало ясно, что на одном из ограниченных аккаунтов или социальных групп в интернете, эта группа социальная насчитывала в целом 7 тысяч подписчиков, а когда там появились вот эти секретные документы, там присутствовало всего 285 подписчиков. Ну, вы помните, вот именно так развивалась история с утечкой пентагоновских документов в прошлом году с участием этого Тейшера, который их и сбросил по аналогичной схеме, примерно такой же закрытый интернет-канал. На этот раз это не обязательно так. Не обязательно произошло именно так, как это утверждается сейчас, потому что это, может быть, просто работал кто-то по отработанному уже каналу. То есть уже знает, как это дело происходило, слитие информации, но решили не заморачивать голову и сделать примерно то же самое, что наводит на некоторое подозрение. Подозрение в отношении того, кто совершил первоначальный вброс этих секретных документов. В том, что они подлинные, Пентагон, разведывательное сообщество Соединенных Штатов, не подтверждает, но и не отрицает их подлинность. Но выразили и Пентагон, и американские разведчики, и контрразведчики глубокую обеспокоенность. Изучив вопрос, я могу сказать примерно однозначно, что это настоящий слив и, судя по всему, большого количества информации. То есть какое-то время
говорят, что очень большое количество информации, причем подлинных документов, находилось в обращении вот этой группы ограниченной в 7 тысяч подписчиков, пока два из этих документа не попали в распоряжение вот этого ресурса под названием «Ближневосточный наблюдатель». И они его опубликовали. Это попало потом в поле зрения издания вот этого израильского Вала Ньюс, а потом об этом сообщил CNN. CNN сообщил об этом вчера, и понеслось. Никто не знает, к чему это приведет. Сначала вот этот наблюдатель решил похвастаться, выпустил свое первое, так сказать, заявление по этому поводу в телеграм-канале, сообщив, что от конфиденциального собственного источника в правительственных кругах Соединенных Штатов они получили 2 документа. Но потом, когда они поняли, судя по всему, я не знаю, наверное, какие-то чайники, сразу они не сообразили, когда поняли, что это такое и к чему это приведет, они запаниковали. Потом у них появилось второе заявление, такого уже панического характера, в котором они говорили, что мы здесь ни при чем, это вот какая-то там другая группа, оттуда к нам попала, и мы сделали все возможное, чтобы распространение этих документов не пошло дальше. Мы по конфиденциальным каналам сообщили в Пентагон о том, что происходит. Пентагон даже не знал. Мы надеемся, что они справятся с этой утечкой. Но пока, значит, судя по всему, она продолжается. То есть они сообщили Пентагону о том, что происходит утечка, откуда она пошла. Но в это время уже эти документы расползлись по другим каналам, сопутствующим каналам. И еще невозможно было ограничить их распространение. То есть главная цель второго заявления этого наблюдателя была сбросить себя в вину. Типа мы случайные люди, мы к этому распространению не имеем никакого отношения. Дальше, значит, израильские средства массовой информации, вот это же Вала Ньюс, обращают внимание, что эта утечка произошла в тот момент, когда Израиль завершал подготовку к ответным действиям в Иране в ответ на ракетную атаку, которая имела место 1 октября. И эта утечка была воспринята израильтянами как попытка повлиять и сорвать вот этот ответный удар. Один из израильских высокопоставленных чиновников заявил, что служба безопасности знает об утечке, относится к ней очень-очень серьезно. И это действительно так, потому что, ну, вы знаете, я вам рассказывал об этом, в связи с выборами в Соединенных Штатах, американцы просили, значит, Израиль как-то так притормозить с ответным ударом, а если наносить этот удар, то таким образом, чтобы, ну, наименьший ущерб имел место, то есть, чтобы не было там что-то страшного, типа удара по ядерным объектам, затем по военным объектам, потом попросили не ударять по нефтеобъектам, чтобы это не повлияло на цены на бензоколонки в Соединенных Штатах Америки. А потом, значит, был ликвидирован лидер Хамаса Яхья Синвар. Ну и тогда я вам рассказывал, и аналитики Великобритании, и Соединенных Штатов, значит, хором высказались, что, ну, слава богу, теперь ликвидирована необходимость дальнейшей войны. Все, можно сворачивать войну, потому что цели достигнуты. Все лидеры и Хамаса, и Хезболлы уничтожены. Военные мощности этих организаций разрушены, серьезно разрушены. Иран без этих организаций не может сам по себе воевать один на один с Израилем. Все, надо прекращать войну с палестинцами, между палестинцами и, ну, во всяком случае, она уже вышла из сферы только палестинцев. Это уже стала война между Ираном через его прокси с Израилем. Тем не менее, значит, есть все основания прекращать эту войну, перемирие, там, ну, и решать вопросы дальше. По этому поводу Белый дом даже сделал соответствующее заявление, рассчитывая, что это поможет Камале Харрис накануне выборов каким-то образом, ну, хоть чуть-чуть улучшить ее взаимоотношения с палестинскими избирателями, то есть американскими гражданами, избирателями палестинского происхождения, ну и этнические арабы, которые проживают
в одном из свинговых штатов, который критически важен для выборов в штате Мичиган. И вроде бы здесь считали и в Великобритании, что Израиль прислушался к этому. А из этих документов оказывается, что Израиль продолжал готовиться по полной программе. И, судя по всему, значит, пытался сделать это так, чтобы американцы об этом не узнали. Вы помните, я вам рассказывал формулу Нетаньяху, которую, значит, американцы изучили и преподнесли, как Байден его просит о чем-то, тот кивает головой. Ну, американцы думают, раз кивает, значит, это знак согласия. Но он не говорит, что он согласен, просто кивает головой. А через некоторое время он поступает по-своему, вопреки тому, что ему сказали американцы и считали, что все договорено. Оказывается, не так. Ну вот, получается, это примерно такая же ситуация. То есть израильтяне серьезно к этому делу готовились. И, видимо, было близки к тому, чтобы, значит, нанести этот ответный удар по Ирану. Утечка, судя по всему, произошла из Пентагона, точно так же, как это 1,5 года назад, в апреле прошлого года. Это произошло через этого ефрейтора по фамилии Тейшера. Но сами документы, оригиналы, так сказать, их доклады были сделаны в двух организациях, которые являются членами разведсообщества США. Это Управление визуальной разведки Министерства обороны, то есть это та организация, которая ведает спутниками, вернее, съемками этих спутников, затем дронами, которые ведут наблюдение. А вторая организация, но это ничего, всем понятно, что спутники летают над землей, фотографируют все, что попало, поэтому, ну, когда даже союзники, оказывается, что они наблюдают друг за другом, это через спутники, это не вызывает особой обиды. А вот второе – это Агентство национальной безопасности. Тут дело посерьезнее, похуже. То есть это перехват телефонных и других электронных коммуникаций. Это уже дело похуже. И в прошлом вызывало немалые скандалы, когда оказывалось, что Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов вдруг ведет широкомасштабный контроль за средствами коммуникации, скажем, Европы, а здесь Израиль. То есть дело весьма щекотливое. О чем шла речь в этих документах? Один из них сообщает о том, что 15 числа, то есть документы, в отличие от документов Пентагона прошлого года сейчас, они настолько up-to-date, что как говорится, то есть они освещают события, произошедшие вот-вот, недавно, месяц назад, в этом месяце. А здесь вообще речь идет о том, что свершилось буквально 3-4 дня назад. То есть это абсолютно актуальнейшая информация. Абсолютно достоверная информация, касающаяся самых секретных действий, которые совершает Израиль без, как получается, ведома, вернее, пытался делать это без ведома американского правительства, хотя американское правительство имеет свой интерес и свою озабоченность по поводу этого. Так вот, 16 числа октября израильские военно-воздушные силы проводили перемещение, то есть перевозили, размещали куда-то, передислоцировали, скажем так, ракеты воздух-земля. Причем это были баллистические ракеты, вернее как, баллистические ракеты, запускаемые с воздуха. Ну, если так понять, так подумать, вернее, какая цель могла бы быть у этих ракет, то получается это наземные объекты в Иране. И то, что это баллистические, то есть намерения у израильтян были серьезные. Ракеты эти называются двух типов. Один тип называется Golden Horizon. Их насчитали 16 ракет, которых готовили к какой-то акции. И затем ракеты ROX в количестве 40 штук. По оценке американских разведчиков, этих ракет в таком количестве было бы достаточно
для того, чтобы осуществить весьма мощную атаку. Затем 15 октября и 16 октября ВВС Израиля проводили определенные учения на авиабазе, вернее, на двух даже авиабазах, не буду называть какие, что указывает на то, что атака планировалась практически немедленно, со дня на день. Затем были проведены учения 15 октября, которые давали основания понять или предположить, что речь идет о ударе на серьезном основании. И для осуществления этого удара понадобится дозаправка в воздухе. Ну а также координация всех самолетов, которые будут в этом участвовать. И для этого, значит, было предусмотрено участие самолета «Авакс». То есть тренировали дозаправку в воздухе, координацию с «Аваксом», с истребителями там и так далее. Ну, то есть полномасштабная, это полная боевая готовность должна была наступить вскоре. Но не произошла из-за этой утечки информации. Я вот так думаю. Ну, Тейшера, вы помните эту историю, там мальчонка 24 лет, по-моему, может быть, даже меньше был, который, ну, дитя еще, так, судя по интеллектуальному развитию, игрался там в какие-то свои игры для того, чтобы создать свой образ, невидимый образ, его же там никто не видел в этой социальной сети. Но, тем не менее, он хотел, чтобы хотя бы там создать себе репутацию серьезного человека. И вот он для этого начал сливать секретные документы Пентагона. Здесь же такое впечатление, что дело совсем другое. То есть это человек, который слил это все, он прямо сидел на этой самой горячей информации, которая, повторяю, значит, это то место, где он сидел. Это то место, где он имел доступ к информации от совершенно разных агентств разведывательного сообщества США, которое, по идее, не должно быть много таких мест, где эти сообщения сливаются в единый поток. Это может быть или в офисе директора центральной разведки, или национальной разведки, или где-то уже в Белом доме. Ну, может быть, еще какой-нибудь айтишник, который сидит там как специалист по обеспечению безопасности сети. Но вместо того, чтобы обеспечить безопасность, он ее, значит, разрушал, как тот же Тейшера. Но у меня была надежда тогда, что вы сделали выводы, провели анализ, как и почему произошла утечка, и предприняли меры, чтобы не допустить его больше. Но теперь получается второй. Значит, я не исключаю, что опять может быть такой Тейшера. Не исключаю. Но я не исключаю, что где-то в уязвимом месте, вот, в котором есть доступ к разным документам различных агентств национальной безопасности. А таких, повторяю, должно быть немного. Каждый имеет из этих агентств отдельный канал в офис директора центральной разведки. Я вам напомню, кто не помнит, сообщу тому, кто не знает. Офис директора национальной разведки, он появился после того, как американцы затеяли войну «Буря в пустыне» и свергли режим Саддама Хусейна под предлогом того, что там было оружие массового поражения. Его не нашли. Оказалось, что все доклады американской разведки оказались глубокой ошибкой. После этого было разгромное исследование или расследование Сенатского комитета по разведке, и тогда поняли, что если бы, то есть отдельные агентства разведывательные Соединенных Штатов получали информацию, которая была недостаточно для того, чтобы вот это именно агентство сделало определенный вывод, что нету этих признаков оружия массового поражения. А вот если бы они слились где-то там в определенном месте, вот тогда бы, значит, можно было сделать правильный вывод. И поэтому создали офис центральной разведки, как бы зонтик над разведывательным сообществом США. Они не собирают информацию, они не вербуют агентов, не получают от них информацию. Туда поступает информация со всех остальных агентств, и они
вернее, причем не сырая информация, а аналитическая информация, уже в законченной форме, но от отдельного агентства. А здесь в офисе национальной разведки ее собирают воедино, анализируют и делают один такой цельный документ, который уже поступает в Белый дом. Так вот, значит, я не исключаю, что сидит какой-то агент, кстати, потом мы еще поговорим, откуда может быть этот агент, который то ли по идеологическим соображениям, то ли в связи с развитием политической ситуации в США, скажем так. А ситуация, вы знаете, выборы. Тут сейчас, ну, только резня только не начинается. Уж такие страсти здесь кипят. Тоже об этом поговорим. Ну и, может, какой-нибудь засланец это все сотворил для того, чтобы погреть руки в предвыборной кампании. Ну и, наконец, я бы не исключал даже вмешательство третьих сил, то есть с хакеров из какой-нибудь третьей страны, ну, допустим, Российской Федерации, который взломал соответствующие сети компьютерные в США, получил информацию и теперь начал ее сливать. Вот нечто подобное произошло в 2016 году, когда Хиллари с огромным отрывом в вопросах общественного мнения шла к победе, а потом, значит, оказалось, что ГРУ и СВР взломали сеть или компьютерную сеть Демократической партии, компании Хиллари Клинтон, и потом начали оттуда выкидывать информацию, которая, в конце концов, и погубила Хиллари и ее рейтинги. То есть, вот 3 варианта, как минимум, кто мог это выбросить, но эффект получился колоссальный просто. Как пишет о тех документах, которые попали в руки вот этому изданию или ресурсу «Наблюдатель ближневосточный», объем, оперативность и актуальность, вот термины совершенно разведывательные, это требования конкретные к разведывательной информации. Она должна быть оперативной и актуальной, а также ее качество, распространяемых материалов для текущих операций, то есть это важная еще информация, свидетельствует о серьезных нарушениях в американских протоколах безопасности. Эти материалы гораздо более свежие, чем материалы Тейшеры. Большая часть из них относится к 2024 году, некоторые из них к сентябрю, октябрю, а некоторые описывают события, которые произошли за последние 24-48 часов. То есть тут Зорге условный нервно курит в углу. Это нечто не... То есть я ничего подобного за последние несколько десятилетий не припомню. Просто не припомню. И что интересно, я тут провел, то есть посмотрел на эти 2 документа, посмотрел, как они, где они размещены, это уже слитые, естественно, документы, проверил там все остальное и обратил внимание на линк, то есть ссылку, адрес, откуда якобы поступил этот документ в этот, на канал этого так называемого наблюдателя ближневосточного. И вот когда я нажал на этот этот самый адрес, линк, к моему удивлению, я вышел на страницу, где был, значит, главный источник, якобы источник, откуда поступил этот разведывательный документ. Вы никогда не догадаетесь, что это за источник. Это первая фронтальная страница «Украинской правды». Ну, я не думаю, что это шутка, вы понимаете? То есть этот вот ресурс, от которого стало известно слитие, эта информация, ну, они глубочайше разбираются в проблематике Ближнего Востока, и даже более узко это вражда или действие Ирана и его сателлитов против Израиля и наоборот. Это глубочайшие эксперты. Но Россия, Украина, понимаете, для них это далеко, очень далеко. И тут у меня, значит, возникла мысль, вот в связи с этим линком, напрасно они его опубликовали там. Я не думаю, что они хотели подставить Рашу, но просто напрашивается, что в этой операции, возможно,
так или иначе участвовала Раша или ее спецслужбы. В всяком случае, этого нельзя так сразу с порога отбросить такую возможность. Еще раз, значит, там, где размещен этот документ, а документ называется так: «Эксклюзив. Один из наших источников в разведывательном сообществе США поделился чрезвычайно секретной оценкой американской разведки, датированной 15-16 октября, который указывает на подготовку Израиля к масштабному удару по территории Ирана». И ссылка, откуда якобы мог быть взят этот, поступил от нашего источника в разведсообществе США, «Украинская правда». Так что, я думаю, стоит соответствующим службам в Украине проанализировать, как это все получилось. Ну и если американские коллеги будут спрашивать, интересоваться, как дать квалифицированный ответ по этому поводу. Неожиданно. Вот все остальное, ну вот что я рассказал им то, что я прочитал по этому поводу. Я даже документы эти все посмотрел. Ну, не все, там их всего 2 через этот ресурс было опубликовано. Но вот эта ссылка на «Украинскую правду», это поражает, просто поражает. Не верю я в такие случайные вещи. Неужели Путлер и туда попал? Ну, мы дальше перейдем к руке Путлера. И вот тут, как говорится, все смешалось в доме Облонских, на самом деле на Ближнем Востоке. Еще вот недавно я вам рассказывал, только вот стало известно, что ликвидировали Яхья Сунвара, и начали британские эксперты тут же сказали, что нет теперь повода продолжать войну, потому что все, Иран фактически лишился своих сателлитов, этот внешний периметр для защиты Ирана от Израиля и для нападения Ирана на Израиль. Все, там все разрушено, поэтому надо заканчивать войну, перемирие. Белый дом сделал заявление, считая, что это поможет Камале Харрис теперь сказать палестинским, американским избирателям в штате Мичиган: ну вот видите, это результат моей работы, вот так, сейчас мы заканчиваем это все, будет перемирие. И вдруг, значит, происходит эта утечка, и буквально на второй, на третий день израильский парламент, иранский парламент опровергает ложную цитату, которую якобы сделал для французской газеты «Ле Фигаро» спикер иранского парламента Бакеру. И согласно этой цитате, опубликованной в «Фигаро», он якобы заявил, что Иран готов вести переговоры с Францией о выполнении резолюции 1701 Совбеза ООН, согласно которой в Ливане на территории Ливана должны быть совершены определенные действия. Хезболла отходит на север от реки, или за реку Литани, а Израиль уходит из южного Ливана. В образовавшийся вакуум вводятся войска Ливана. Ну и таким образом ливанская армия получает контроль, разведена Хезболла с силами обороны Израиля, перемирие и дальше там переговоры или что там. И вот, значит, Иран молчал об этом, но как только вот произошла эта утечка, Иран тут же заявил, что ничего подобного спикер не говорил, это не позиция Ирана, и вообще идите вы со своей резолюции 1701 лесом. А потом, буквально на следующий день, конкретно вчера, происходит то, что очередной провал и израильских спецслужб, и армии. Вчера был удар по вилле Биби Нетаньяху. То есть аналитики считают, что это второй крупнейший провал и израильской разведки, и армии 7 октября прошлого года, когда произошел этот террористический акт. Я слушал об этом по радио, британском радио в этот момент, и там выступала журналистка из Израиля. Судя по всему, значит, по ее фамилии, возможно, она выходец из бывшего Советского Союза. Судя по ее практически без акцента, значит, английскому, это вполне возможно, она из Европы, трудно сказать.
Я специально это говорю, чтобы, значит, мне не возразили, что это, что она сказала, это чушь и так далее. То есть она принята в серьезных средствах массовой информации, в частности, The Times. Информация как солидный источник, не впервые, очевидно, ее используют в этом, и у издания, у радио The Times нет сомнений в том, что она, как правило, дает достоверную информацию. По мнению этой журналистки, последние события, которые начались вот с утечки из Пентагона, последние эти события на руку Нетаньяху. Потому что 20 ноября он должен выступать в суде по своему собственному делу, отвечать на вопросы по делу о коррупции. У него приблизительно, ну где-то, любая аналогия, она несовершенна, но, как говорят здесь же, в Америке аналитики говорят, его положение напоминает положение Трампа. Трамп или он идет в президенты, или 26 ноября, 26-го Нетаньяху 20-го идет в суд, а 26-го Трамп идет в суд здесь, где ему должны вынести приговор. Уже, значит, определили, что он виновен, осталось в суде только вынести приговор, и решили вынести его 26-го. Если он выиграет выборы, он не пойдет в суд. А если не выиграет, то все, то он пойдет в тюрьму. Так вот, значит, Нетаньяху, естественно, взволнован с этим обстоятельством и хочет казаться крутым парнем. И действительно, из Израиля средства массовой информации сообщают, что, по крайней мере, до последнего времени, в связи с успехами борьбы с Хамасом и Хезболлой, рейтинги Нетаньяху существенно выросли. Ну и теперь удар по его вилле. Вилла, как рассказала эта журналистка, находится в районе Цезария или Цезария, не знаю, как правильно она произносится. Это такой, ну, чуть ли не курортный район, живописный, где находятся дорогие виллы, где люди отдыхают. Это была загородная вилла, скажем так, Нетаньяху. Сначала информация была о том, что дрон якобы, но вот по свежим следам говорили, что это ракета. Ну и получается страшный провал. Во-первых, провал разведывательный, контрразведывательный. Враг знает место расположения дома руководителя страны. Это недопустимо. Тем более, когда страна находится в состоянии войны. Вот таким серьезным и коварным врагом. Затем, значит, он действительно там был, то есть знал враг, а ракета вылетела с территории Ливана. То есть надо предполагать, что это, скорее всего, запустил Хамас, который считался практически уже уничтоженным. Итак, территория Ливана, и попал прямо в цель. Я видел, значит, фотографию этой виллы. Ну, на виллу она, правда, не похожа, дом. Но если бы там находился Нетаньяху или кто-то вообще, то эта ситуация была бы для жизни, то есть наверняка бы был серьезный ущерб для жизни и здоровья того, кто мог бы там находиться. А Нетаньяху с кортежем убыл оттуда буквально за час, за два. То ли получили информацию контрразведывательную о будущем ударе, то ли случайно, но, в общем, Господь Бог на этот раз был на стороне Нетаньяху. Ну и, естественно, значит, второй упрек – это в сторону армии Израиля, как допустила, что ракета пролетела значительное расстояние и прямо в такую цель. Ну и надо сказать, что вообще израильтяне, когда узнали, что американцы за ними наблюдают и фактически поймали их на том, что Нетаньяху обещает американцам одно, а готовится к другому очередной раз. Ну и тут Нетаньяху надо что-то делать, как-то объяснять эту позицию. Вместо объяснения позиции, извинения, он разыгрывает обиду на американцев, типа, как же вы так могли меня обидеть и так далее. Ну и тут еще и угроза для жизни. То есть ситуация, в общем-то, кошмарная. Ну и вопрос, вот кто же опять-таки, кто слил информацию, потому что, вы видите, дальнейшее развитие событий идет стремительно, день за днем. То есть такое впечатление, что все было чуть ли не подготовлено заранее. Ну и кто мог это делать? Ну, дальше подумаем. Сейчас обсудим дальше и дальше подумаем. То есть
Ситуация сейчас полностью изменилась по сравнению с тем днем, тем часом, когда был ликвидирован Яхья Синвар, и люди и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки надеялись, что ну теперь-то мы с войной, ну если не покончим, то во всяком случае будет какое-то перемирие или прекращение огня, и какие-то контакты начнутся. Но теперь вопрос, кому это выгодно? Я так насчитал 3 примерно стороны. Ну, во-первых, Нетаньяху, как это следует из выступлений из такого пространного интервью израильской журналистки. Это должно ему помочь, наверное, 20 ноября. Это должно быть выгодно Трампу, потому что в зависимости от количества документов, которые выброшены, а там речь, повторяю, судя по всему, может идти, страшно сказать, о каком количестве, причем это вот некоторые срок жизни этих документов 24-48 часов, то есть абсолютно текущая информация. Ну и я вам скажу Путину, однозначно, безусловно, Путину. Ну вот, скажем, взять ту же ракету. Ни с того ни с сего. Ракеты с Хамаса. То есть они уже запустили сотни ракет после 7 октября, после взаимных ответов, приветов друг другу. Израиль, Хамас, Хезболла. Но вот такой, по-моему, не было. Были эти самые сверхзвуковые ракеты, но такой точность. И невидимая ракета оказалась. Преодолела, наверное, не один заслон противоракетной обороны. Это один аспект. Но, во-вторых, значит, как мы дальше с вами увидим. Да, и раньше мы знаем, что российские спецслужбы имели неплохой опыт взламывания хакерских атак против самых защищенных объектов Соединенных Штатов Америки. Я вообще, знаете, настолько скептически отношусь к вот этим новым штучкам, ну, новые условно, они длятся уже несколько десятилетий, компьютеризации информации спецслужб. Знаете, в результате спецслужбы получают колоссальное количество информации, но все равно, в конце концов, людям приходится обрабатывать, а людей нет. Нельзя такого количества людей нанять, потому что штатов, денег государства не хватит на зарплаты. Поэтому эта вся информация на 90, а то и больше процентов, она вот там где-то валяется. Ну, есть надежда, что искусственный интеллект сможет это все обрабатывать, но опять-таки даже искусственный интеллект за этим делом не успевает. То есть, погнавшись за количеством информации, разведагентство проигрывает в плане безопасности. Потому что, ну, это вот интернет-информация компьютерная, она как бы выставлена в общественное пространство. Вокруг нее создали какую-то там оболочку секретности, якобы непроницаемую. Но тут получается так, что каждая оборона, для нее есть защита, которая совершенствует методы проникновения этой обороны, делает в ней дырки, рано или поздно они сделают это, потом контрразведка залатает эти дырки, а нападающая сторона найдет новые или создаст эти дырки, и так бесконечно. То есть это наносит удар колоссальный по разведке. Особо, я считаю, большой удар это наносит по агентурной разведке, то есть по агентам, потому что, ну, раньше, когда агент вербовался, соглашался работать на иностранную спецслужбу, он, безусловно, надеялся, что она сохранит конфиденциальность, и у него на родине никто не узнает о том, что он работает на врага. Но сейчас никто не может дать стопроцентных гарантий. То есть опер тебя из ЦРУ или из МОСАД может мамой клясться, там, старик, только работай на нас, и я обеспечу твою полную безопасность. Не может он обеспечить полную безопасность, когда вот есть такие, как Тейшера, когда есть такие пункты, куда сливается вся информация, и какой-то ефрейтор может знать столько, сколько не знает начальник там, управления ЦРУ. Такая вот, господа, ситуация. Поэтому, значит, надо бы расследовать след Раши в распространении этого слитого документа. Ну и переходим теперь на смежную тему. От газеты «Телеграф», которая ссылается на заявление Госдепартамента Соединенных Штатов Америки.
Госдепартамент предлагает вознаграждение в $9 миллионов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение компании «Рыбарь» и ее сотрудников. И я принципиально не пользуюсь, никогда у меня даже аккаунта нету в Телеграм-канале, потому что я с самого начала знал, ну, иначе не могло быть, что это организация, в которой в общем, контролируют так или иначе российские спецслужбы. И используют ее для дезинформации, и используют ее для оболванивания людей, и даже для вербовки используют. То есть это телеграм-канал, ну, это дно, понимаете, это помойка, где есть все. И там есть вот такой «Рыбарь», аккаунт российский, который, по мнению Госдепа, он был создан еще во времена Пригожина, а сейчас он работает на Ростех, как они называют, государственная оборонно-промышленная группа, которая находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. Но вообще, по большому счету, я вам скажу, то, что я слышал, уже даже американские аналитики неоднократно ссылались в анализе того, что происходит на полях сражений в Украине, регулярно ссылались на этого Рыбаря, что для меня было, ну, просто фантастика. Это, ну, просто гадать. Видимо, не было информации своей, не знали, что писать. Ну, дай напишу. А где шансы, что он пишет правду? А фиг его знает. 50 на 50. Может, правда, может, неправда. Очень был он популярен как источник аналитической, как источник информации для аналитических всяких служб Соединенных Штатов Америки и того же Института изучения войны. А теперь, значит, ее разыскивают и платят $10 миллионов. Потому что, как пишется, этот российский блогер, связанный с оборонной промышленностью страны, стоит за целым рядом прореспубликанских. Внимание, за что его разыскивают? За то, что он стоит за целым рядом прореспубликанских каналов в социальных сетях. Об этом заявляет правительство Соединенных Штатов. Но я бы здесь уточнил, речь идет не просто о прореспубликанских, а трампистских, маговских, которые создают проблемы здесь в социальных сетях для Соединенных Штатов. Вот за которые сейчас предлагает $10 миллионов для того, чтобы это дело прикрыть. О чем идет речь? Ну, в общем, я вам сказал, да, тут они пишут, связанные с военно-промышленным комплексом Соединенных Штатов, это не комплекс, хотя Ростех это для них крыша, на самом деле это ГРУ, это военная разведка. Но они, наверное, знают, просто не пишут, просто предлагают $10 миллионов. Значит, главное, что они они создают другие подставные сети, аккаунты в социальных сетях Соединенных Штатов Америки. И, в частности, здесь выделяется два из них. Хэштег Hold the Line, что литературно так можно перевести, «Держим строй», господа. Второй хэштег Stand with Texas. Мы с Техасом, мы за Техас. Эти же хэштеги, как говорится в заявлении Госдепа, использовались для продвижения политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах. И одновременно вот эти хэштеги использовались вот самыми правыми отмороженными и маговцами для борьбы с администрацией США, с правительством США. В частности, Техас. В чем проблема там? Почему вот этот хэштег «Мы с Техасом»? А потому что появилась надежда на развитие сепаратистских тенденций там в связи с большим наплывом нелегальных иммигрантов. Среди них там говорили, значит, есть и шпионы, и бандиты, и наркодилеры и так далее. И Техас воспротивился, значит, заявил центральному правительству, что раз вы не боретесь, мы тогда выйдем из состава. То есть там целое движение возникло, которое потом же через деятелей МАГА попытались распространить на остальные штаты. И ситуация была достаточно такая серьезная. И вот туда же влились вот эти созданные ГРУ российские, под контролем ГРУ эти самые соцсети, которые начали раскручивать эту же тему. Ну, hold the line, держим строем. Продолжаем это дело, раскачиваем Соединенные Штаты Америки и так далее. Вот здесь слилось опять, сколько я вам говорю, что маговцы, то есть
самое ядреное ядро сторонников Трампа, они говорят, распространяют те же пропагандистские тезисы, ту же дезинформацию, и теперь продвигают, причем делают здесь подставные социальные аккаунты в социальных сетях и разгоняют антиамериканскую, антиправительскую тематику. Ну, в России кто-нибудь создал бы соцаккаунт, который начал бы раскручивать тему отделения опять, допустим, там, Кавказа, Ингушетии от России, или же выход Татарстана из состава Российской Федерации, или Бурятии с ее алмазами. Нафига нужна Российская Федерация и так далее. Да и закрыли бы тут же и влепили 25-30 лет бы. А вот в Соединенных Штатах они занимаются вот этим делом. И в заявлении, вернее, в статье The Telegraph британской по этому поводу пишется, что вот эти хэштеги, которые применяла компания, созданная Рыбером, они те же самые, которые здесь используют в Соединенных Штатах. Тут написано «республиканские сторонники Трампа». Я бы уточнил. МАГА, не все, потому что есть рейганисты, так называемые неоконсерваторы, они этим делом не занимаются. Ну и почему правительство ищет и хочет наказать их и платит за это 10 миллионов долларов? Потому что вот этот аккаунт Рыбарь использовался для содействия социальному расколу, разжигания межпартийной расовой розни, поощрения ненависти и насилия в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах. И дальше. В социальных сетях Рыбарь часто пропагандирует антизападные взгляды. Тоже повод для его поиска, для того, чтобы его заполучить. Ложное обвинение в участии НАТО в войне Украины против российского вторжения. Это обычное дело для сети Рыбарь. Это ложь, потому что, согласно официальной позиции, НАТО не участвует в этой войне. Ну и хочу сделать маленький комментарий. Нередко такие же взгляды проникают в украинское информпространство через интервью с непроверенными, неоцененными критично источниками, которые на самом деле разгоняют в Украине антиамериканскую, антизападную пропаганду, которая сливается с маговской пропагандой, антиукраинской, пророссийской в Соединенных Штатах Америки. И я вам говорил неоднократно свое наблюдение личное, что нередко вот эти темы разгоняются в украинском информпространстве через ботов, личинок из троллиферм Опы Ермака. Я думаю, рано или поздно американцы это заметят и будут давать, наверное, более 10 миллионов за поимку или за информацию о местонахождении козыря. Ну и, наверное, последнее. Сегодня, уж поскольку мы заговорили о разведке или контрразведке, есть аккаунт такой в бывшем Твиттере, сейчас это X, называется «Республиканцы против Трампа». Их много, причем это серьезные люди, среди которых я назову только одного человека. Вице-президент Дик Чейни в администрации Буша, его дочь. И там масса высокопоставленных представителей именно рейганистского крыла республиканской партии. И у них есть сайт, можно зайти, ознакомиться. Так вот, там сейчас сегодня утром я выудил информацию. Сейчас же Боб Вудвард везде выступает в связи с выходом его книги «Война». И масса интересной информации. И он дает еще интервью всевозможным блогерам, там, изданиям, средствам массовой информации. Так вот, он дал информацию одному из блогеров, и отрывок этого интервью опубликован вот на странице «Республиканцы против Трампа». И в этом отрывке Боб Вудвард сообщает, что в свое время, а было дело это еще при администрации Трампа, который назначил директором национальной разведки Дэна Коутса, очень приличный человек. Так вот, значит,
Трамп сам назначил его на должность, но это самое такое ответственное лицо в разведке. Он даже выше директора ЦРУ. Значит, верил, значит, положительно оценивал его профессиональные и деловые качества. Так вот, Дэн Коутс, занимая должность начальника национальной разведки США в администрации Трампа, конфиденциально сообщил Бобу Вудварту, что, по его мнению, Путин шантажирует Трампа. И вот Боб Вудвард комментирует эту информацию, что вот эта тема должна быть сейчас гораздо более важной новостью, чем она была до сих пор. Об этом надо кричать. И вот не первый раз вот он выдает, когда он выдал информацию, нашумевшую по поводу того, что председатель комитета начальников штабов генерал Милли назвал Трампа фашистом. Он услышал эти слова Милли еще года 3 назад, а то и 4 года назад. То есть еще, когда тот был при должности в администрации Трампа. И вот сейчас многие говорят о том, что ж ты, парень, молчал 4 года. Потому что если бы он тогда сказал, если ты думал о национальной безопасности, надо было тогда говорить. И тогда бы это, можно было как-то так свернуть возможности Трампа быть марионеткой Путина, ограничить эти возможности. А так человек сидел 4 года, собирал бесценную информацию, которая важна с точки зрения национальной безопасности США, чтобы потом когда-то выпустить книгу, в которой что ни страница, то сенсация. Многие осуждают Вудварда за это, и я с ними совершенно согласен. Ну, а что касается отношения бывших высокопоставленных руководителей американской разведки к Трампу, то я вам добавлю еще пару источников. В частности, в интервью CNN 18 декабря прошлого года бывший директор национальной разведки, опять-таки такая же должность, Джеймс Клэппер, фактически назвал Трампа марионеткой Путина. Российский президент, отметил Клэппер, это он про Путина говорил, известный вербовщик, бывший офицер КГБ Путин или вербовщик шпионов, который знает, как обращаться с агентурой. Под агентурой он имел в виду Трампа, который, Коутс говорит о том, что Путин шантажирует компроматом Трампа. Ну и это же мнение совпадает с мнением Клэппера, который говорит, что Путин знает, как обращаться с агентурой. Агент как шелковый, надо понимать. Ну и есть такой бывший офицер ЦРУ Глен Карли, который специализировался на борьбе с террористическими организациями, в частности с Аль-Каидой, и очень хорошо себя зарекомендовал в этом деле. Он дал интервью в свое время журналу Newsweek. Это в то же время, когда Дэн Коутс и Клэппер делились своим мнением о Трампе, о взаимоотношениях между Трампом и Путиным. Так вот, Глен Карли говорит, комментируя мнение Клэппера, все как-то продолжают танцевать вокруг четкой оценки происходящего. Моя оценка, сказал он в интервью Newsweek, заключается в том, что Трамп на самом деле работает непосредственно на русских. Вот, господа, такая у нас ситуация. На этом позволю закончить сегодняшний выпуск. Как всегда, слава Украине, вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч.